Каждая вот эта точка, она была черной. Друзья, всем привет! Вы на канале AdMyBenz. Сегодня я убираю сколы с капота. Ну, смотрим, что у меня получалось. Я думаю, у многих есть такая проблема сколов. Видите, сколько их здесь? Здесь было все усеяно ими. Вот можно видеть, где яминка, там был скол. Обклеил ту часть, которую не надо красить. Вот здесь можно видеть. Это просто баллончик краски серый. Там, где были сколы, я их вымыл. Я их прошкурил, чтобы они не были розочкой. Потому что, как правило, скол, когда он образуется, у него края подгибаются, вот отверстие, допустим. И вокруг отверстия, получается, он приподнимается. Я тысячный все прошелся, каждый вот этот момент. Очень тщательно вымыл 646-м растворителем все оттуда. Если у вас не заводское покрытие, лучше 646 не используйте. Тогда можно взять какой-нибудь просто обезжириватель. Ну, типа, вот универсальный. Это антисиликон получается. И вот такие моменты, где были сколы, вот видите, все это залил краской. И сейчас прохожусь 1200 наждачкой по этим местам, где были сколы. Сейчас покажу, как это получается. Это выглядит вот так в итоге. Смотрите, вот, все вот это сколы. И тут, конечно же, лучше перекрашивать все это. Но так как такой бюджетный вариант, можно сделать вот так, и будет, в принципе, неплохо ходить. Самое главное, очень хорошо обезжирить все это. И после полировки я буду наносить воск, чтобы закрыть вот эти все моменты, где были сколы, чтобы эта краска, она, была защищена, потому что это очень слабая база. Ну, как это, простой баллончик, короче, сейчас покажу. Просто краска, она очень легко снимается вот этим 646-м. Кстати, может быть, попробовать снять ее. Значок также легко снимается. Я думаю, все прекрасно знаете, как он снимается. Просто вот эта вот штука, она поворачивается, и он выбирается, получается, оттуда. Тоже его легко снять. Просто щипцами берете вот сюда плоскогубцы, ставите и поворачиваете в бок, и она выбирается. Ничего сложного. Вот. Ну что, сейчас чищу дальше и смотрим результат. 6.5 hours later. 646 наношу на салфетку. Но я не вытираю полностью, а как бы размазываю, потому что здесь очень толстый слой. Я размазываю, убираю лишнее, вот остается такая тонкая пленка. И даже лучше, он, получается, забивает все эти сколы, как шпаклевка, блин. Надо было сразу, наверное, так делать. Просто вот берешь побольше так. Но это в том случае, если у вас заводское покрытие, опять же. Я так, он растворяется и как крем получается. Тонкий слой остался, такой размазни. Но поры все забиты. Вот видите, сколы забиты. Конечно же, их будет видно все равно, но сдалека, по крайней мере, уже будет симпатичнее. 2000-й все замываю полностью и начинаю полировать.
3М с самым большим абразивом. Практически самым большим. Белый колпачок. Прошелся 3М. И вот здесь участок уже хэви-катом начал делать. Желтый круг и коховский хэви-кат. Потом еще будет после хэви-ката будет еще финишная антиголограмма. Я не знаю, вам видно, вот это 3М на что способен. Вот это хэви-кат. Не знаю, насколько вам видно. Есть риска глубокая, но убирать я ее не буду. Так и так я буду покрывать еще воском сверху. Но разница есть. Здесь 3М, он более мутный. И такими как пятнами. Не нравится мне, честно говоря, 3М-овская. Вот коховская химия мне гораздо ближе по душе. Не знаю, на сером цвете, наверное, это тоже не очень хорошо видно. Но вот результат. 3М, хэви-кат. Ну, блеска больше. Полирую такими квадратами. Сейчас вот здесь возьму. Потом вверх. Потом ставлю маленький круг. Диаметр меньше. И тогда вот эти места прохожу все. Покажу, какой воск использую. Он не сильно дорогой. Эта банка стоила, по-моему, 30 с чем-то евро. Вот такой японский воск. Made in Japan. Все на иероглифов, ничего не понятно, только вот здесь стикер есть. Вот таким воском пользуюсь. Made in Japan. 199, не знаю. Фирма эта, в принципе, неплохая. Воск мне нравится, держится довольно хорошо. Но боится щелочных моек. В принципе, если мыть просто водой, смывать грязь, то очень хорошо держит. У меня крыша уже сделана. Крыша отполированная и сделана уже. Кстати, кто не видел, тут есть обновки. Наклеил вот такую наклейку. Крыша, ух, какая гладкая, супер просто. И сзади еще вот. Моменто море. Напишите, кто знает, что это. Вот такой черепок. В общем, сейчас дополировываю и показываю результат тогда. Прошелся также фары. Немножко освежил то, что они были уже желтые. Ну, сейчас они немножко в налете, непонятно. Но стало как заново родились, так скажем. В общем, полирую и показываю результат.
пасты, конечно, результат просто обалденный. Конечно, не реклама, но было бы неплохо, если бы это была реклама. Но пока что это не реклама. Паста хорошая, просто говорю от себя. Heavy Cut от Koch. Бомба. Красота. Потом надо будет бочины полировать тоже. Так, сейчас наношу воск. Таким аппликатором. Так, берем и растираем. Желательно это делать на теплый кузов. Я немножко феном погрел. Его надо так растереть, и чтобы он постоял чуть-чуть. Сразу фары также пройдусь. Здесь не отполировал я низ бампер, но бампер потом буду полировать, пока что не буду его делать. Что-то мне кажется, что я простыл, пока здесь сейчас работал. У нас на улице сейчас, в принципе, мороз, минус 5 градусов. А тут с водой поработал, и ну, тут не совсем так тепло, я бы сказал. Сейчас 8 градусов внутри. И холодок тянет немножко. Что-то у меня такое ощущение, что я простыл. Блин, вот только заболеть еще не хватало. Потом покажу вам, какой гидрофоб у этого воска. Поеду на мойку, все равно мыть машину буду. И заодно покажу вам. Вот так все сколы выглядят. Конечно, лучше использовать, наверное, краску в цвет базы. Будет лучше. Но, в принципе, эта краска тоже там держится. Ну вот и представьте, весь капот, он был усеян просто в этих черных точках. Вот здесь, если посмотреть, здесь можно видеть, сколько их, да? Вот каждый вот этот вот бугорок, каждая вот эта точка, она была черной. Сейчас, да, конечно же, их тоже видно. Но, по крайней мере, вот с такого расстояния их уже не видно. Даже смотрите, как отличается от бампера, да, теперь офигеть, вот. Да на нем такой слой желтизны был, да? Смотрите. Обалдеть, какая разница. С крышей, кстати, та же история. Вот, если так посмотреть. Но с крышей меньше. Тут я стойки просто тоже немножко полирнул, прошелся. Но вообще, конечно, да, разница есть. Прям другой цвет совсем. Сейчас он подстынет. И вытирать этот воск просто берете мягкую фибру, чистую, без мусора, чистенькую. И просто его вытираете круговыми движениями, пока, вот видите, разводы есть. Вот, так вытираете, чтобы не было разводов. И все. Так вот весь капот пройтись, и будет красота. Кстати, вот старые Мерседесы, да, капот. Вот я жму, смотрите, насколько прочный металл. Обалдеть. Любую легковушку возьмет, так вот он приминается, да. Ну, посмотрите, насколько он жесткий. Обалдеть. Хорошая машина. Не знаю, за что их так некоторые не ценят, эти Мерсы. Но я считаю, что вот этот C-класс, ну, блин, ну не знаю. Ну, наверное, может и как Ешка, но
Как для рабочей машины, это супер машина. Супер. Просто обалденная. И выглядит она тоже неплохо. Чисто классика, да, старенькая. Но если за ней ухаживать, то хотя бы минимально, вот так вот, как я сейчас делаю. Просто не красить ее там заново, не надо там ничего это. Просто вот так обновлять, освежать воском. И машина у вас будет выглядеть потрясающе. Видите на крыше какой гидрофоб? Капельки стоят. Ну вот и здесь, в принципе, сейчас будет то же самое на капоте. Вообще этот воск, конечно, нежелательно сразу мочить, но это ж такое. Потом просто еще раз нужно будет пройти. Ну, видите, да? Капельки убегают. Говорю, держится он довольно долго, поэтому, в принципе, хорошая вещь. Что, друзья, на этом, наверное, все. Пока что. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем заниматься дальше мерседесами. Тебя весь день мучает воображаемая проблема. Вернись к реальной жизни, брат. Видишь чашку? Это реально моя любимая чашка. Ха! Вот, ее больше не существует, и я о ней даже думать забыл.